ветете, а можно склеить два холста хлопковые между собой, чтобы сделать плотнее. Например, склеить той грунтовкой, что грунтуем. Но грунтовкой нет. Наверное, все-таки ПВА клей. Я смотрю, что лен очень дорогой. И подумал, 2 слоя хлопка склеить между собой через грунт. И прошить, да? Строчка. А потом загрунтовать, кстати. Некоторые люди, чтобы не покупать холсты всякие, берут простыни, например, рваные, старые какие-нибудь. И просто натягивают их на ДВП, там тонко или какие-то там фанерки. Проклеивают, и получается холст на картоне. И все. Но если уж клеить, то жиденько можно ПВА развести, я бы так сделал. Все-таки он пластичный такой клей. И обе стороны промазать и склеить, если такова необходимость есть. Друзья, подскажите, я тут не сильно разбираюсь в самоклейке. Маргарита Пасмор, помню, как давно еще на уроке мой преподаватель говорил: смотри на отношения. Я прям сильно старалась и никак не могла это почувствовать. Слава, только на твоем классе пришло это понимание. Как замечательно, Маргарита, это прям бальзам на душу. Маргарита Пасмор живет в США, она организовывала класс, когда я туда приезжал. И спасибо тебе, Маргарита, было очень чудесно, это Сиэтл. Мы писали рододендроны, которые деревья такие громадные в парке. Ну, было классно. Может быть, сработало то, что я показываю и обращаю внимание. Вот конкретно вот это сравни с тем, как это в тоне и в цвете. Да? Ну, вопрос практики и какой-то удачи. В какой-то момент открывается вот эта дверь в пространство понимания. 100 шагов делаешь, 100 раз по одному бьешь по этой двери, а потом она вдруг открывается. Срабатывает какой-то вот такой закон накопления усилий, и количество переходит в качество. Елена G. I3H. 3 только H. Вячеслав, как вы думаете, если бы Олимпия лежала в красных ботфортах и поясе для чулок, стала бы она мировым шедевром? Конечно, есть много любителей таких проявлений жизни, в кавычках тут написано, но для этого существуют специальные журналы и сайты. Зачем свой талант тратить на пошленькие сюжеты? Ну, я такой, да, пошловат. А помните работу, огромная она, кстати, я в Дорсе ее видел. Сидят мужики на траве в смокингах, ну, в пиджачках с брюками. И сидит дама обнаженная среди них, одна, на траве. Скандал был, мам дорогая. Но все равно вот она как-то в Дорсе висит. Без ботфортов, конечно. А может, тогда их еще не делали? А то бы села и в ботфортах. Сам факт дамы с 2 мужиками на траве завтракают, это, в общем-то, посильнее ботфортов красных. На мой взгляд, конечно. Ну вот я такой. Кстати, эту работу я сейчас тоже покажу на выставке, которая вот-вот откроется в Санкт-Петербурге 5 числа в 17 часов в галерее живописи 20 века. Милости прошу на открытие моих друзей. Всех приезжайте. И вас, Елена, приглашаю. Покажу вам ее живьем. Может быть, организаторы выставки, я еще не знаю, как они скомпоновали композицию, повесить ее в отдельном зале с надписью, что сюда входить опасно, там пошлость. Но эта надпись будет только привлекать людей. Я думаю, туда будут просто в очередь стоять, в этот зальчик. Он там дверью закрывается. Ну, может быть, будет открыто, не знаю, посмотрим. А когда была выставка персональная у меня недалеко тут в Лобне, и целые обсуждения были. Просто люди собрались и начали меня допрашивать, что я хотел сказать, и чтобы я расшифровал. Они делились своими предположениями, что это за пропущенный звонок, кто звонит вообще. Я не ответил, я сказал, сами решайте, не буду ничего говорить вообще.
Спрашивали, где написана эта работа. Я сказал, что вот сюжет, задний план – это Калифорния, Сан-Франциско. Но они начали продолжать свои идеи. Значит, что меня зацепило, как это, что-то было. Я говорю, нет, ничего не скажу. Мне нравится смотреть на стройную женщину. Вот женщина. Специальные журналы существуют, сайты. Ну, YouTube специальный сайт. Кстати, там написано 18+. Но не смотрите, если вас так пугает это. Закрывайте глаза, когда показывают столько край ботфортов сразу. Любые ботфорты где-то на пути там. Или в магазинах там. Нет. Олег Сизоненко. Не надо акварелью подмалевок. На холсте имеется в виду, потом, чтобы маслом писать. Кракелюры пойдут. В акварели гумиарабик и декстрин. Они как раз используются для эффекта кракелюра. Но если нужен такой эффект, то применяйте. Это вот к прошлому ролику, там на эту тему говорилось, можно ли акварельный подмалевок делать на холсте, чтобы писать потом маслом. Вот Олег Сизоненко или Сизоненко не советует. Фата Виктория. Чем подписываете картины с обратной стороны? Да мелком каким-нибудь. Можно пастелью, там, масляной или любой. Многие пишут, что можно акриловым маркером. Это правда? Да он может проступить. Все-таки мелок какой-нибудь, ну, лучше, мне кажется. Или жирным каким-то карандашом. Купите жирный карандаш. Мне рассказывали, что вот китайцы, если покупают работу, у меня, кстати, покупали много, они говорят, что нужно обязательно масляной краской подписывать, а то мелок можно стереть, типа там как-то он измажется, уголь, нет. Вот прям, чтобы масляной краской. Ну, я не знаю. У меня не было масляных подписей. Краска имеется в виду. Это довольно сложно. Кисточкой долго там писать, а мелком и все. Сарочка, я так и не поняла, как писать небрежно. Да что ж тут понимать. Ну, вот на столе у вас, например, вот чистый стол, но крошки разбросаны, и вы их не убираете. Ставите тарелку, продолжаете, капает все. Вот это некоторая небрежность. Вот пусть все немножко капает, льется часто. В живописи берут прям с водичкой, ну или там с растворителем кисточку жидкого в краску, и она полилась. Не надо вытирать стол. Кушайте так. Вот немножко небрежно все. Волосы там. И пошли. Такой же принцип и здесь. То есть залезайте за края, мазок какой-то рваненький, не чертежно все. Уйти от чертежа. Вот прямая линия, а вы ее немножечко, вот как пьяный по дороге идет, немножечко шатается. За забор держится и говорит, все, дальше не пойду. Ну и, конечно, падает. Можно на бумажке написать небрежно и повесить перед собой, чтобы просто помнить об этом, не забывать. И оно само появится, вот эта небрежность. Носок туда брошен, второй в другой комнате, третий на столе. Четвертый совсем потерялся. Ну, я имею в виду такой вот, сейчас же зима, такой вот шерстяной. Артель сотворения. Здравствуйте, здрасте, обожаю ваше творчество, стиль, мастерство, спасибо подачу и ваш стиль общения и особенно чувство юмора. У меня созрел вопрос, внимание. Подскажите, как вы пишете в зимнее время года, когда темно и сумерки? Какие лампы используете? У меня лампочка есть, вот она, кстати. Она 3 режима у нее бывает. Вот просто держать долго. Бум. Раз, два. В третий уже, значит, все. Нет, есть третий, вот легкий. И она довольно-таки рассеивается хорошо. Но для альпинистов тут что-то написано. Хир Нова написано. Ну, они разные бывают. Она не дешевая, с магнитиком, можно примагничивать на металлические вещи. Я ее на стойку могу ставить, которая для зонтика. И она у меня довольно-таки сильно так освещает и палитру, и холст. Ну, вот так. Потом к ней есть еще, она сюда в резиночке вставляется и на лоб, и прям как хочешь ее управляешь. Ну, так мне не очень нравится. Все-таки тут глаза и угол падения, угол отражения, получается бликоватость. А чуть сбоку, когда, ну, если есть возможность, там, с
собой штатив какой-то привернуть и к ней, то это к нему, то лучше. Ну и сейчас почти будут сумерки, в 2 часа дня начнем писать. 30-го, в субботу, в 2 часа по Москве я приглашаю вас на прямой эфир. Информация на сайте. Записывайтесь, регистрируйтесь. Я буду писать натюрморт с таким латунным самоваром, с различными деталями яркими на фоне холодной зимы, прямо на улице, у себя на веранде. Прямой эфир в этом смысле очень интересен. Все вот вживую, нон-стоп, без всяких монтажных склеек, как есть. Счищать буду, переписывать, ну, в общем, вести работу и что-то рассказывать вам, как это все ведется. А может, не рассказывать, посмотрим, как пойдет. У меня идея, это же не урок, а просто творчество в прямом эфире. И, возможно, я буду мало чего говорить. Но посмотрим. Главное, что вы будете это видеть. И можете приезжать ко мне, кстати, в мастерскую, ну, на веранде поморозиться со мной и посмотреть. Ну, там на сайте все увидите. Друзья, у меня в онлайн-школе живописи акция на 5 базовых уроков. Их можно приобрести за полцены. И если вы не знаете, с чего начать, вот просто много перед вами уроков на моем сайте, вот начните с этого. Это такая теория, но серьезная теория, где где-то надо и с карандашом посидеть и впитывать в себя. Просто многое нужно запомнить и понять. Первый – это базис, основа видения художника. 13-й – о композиции. Очень много разобрано работ. И в результате разбора можно почувствовать, что такое композиция. 28-й – это просто обязательно, чтобы овладеть перспективой, нужно глубину рисовать. Мы рисуем пространство, пишем его. То есть в двухмерном листе мы рисуем глубину. Нужно знать эти законы и просто на практике с карандашом и бумагой этот урок изучить. Потом 52-й и 53-й. Вот вам задача минимум. Друзья, вы знаете, что нужно делать для поддержки канала. Нажмите что-нибудь, что нравится, или не нажимайте. Но лучше нажать, а то что же это такое? Столько подписчиков, а лайков от вас прям не дождешься. Выпрашивать приходится. Посмотрите еще одно кино, называется «585-е». Еще второе название «Краски для сочного цвета». Ну, пока.